Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня поиграем за пингвином Фазиком. Также я, как говорится, набил 30 тысяч рейтинга. Далее, самые ленивые 30 тысяч рейтинга были набиты. Я достаточно рад, почти всех персонажей закрыл на 1200, кроме Тони и вот Фазика. Сегодня будем Фазика добивать. Немножко доволен на самом деле. Наконец-то закрыл, как говорится, в этом году, да. В следующем, не знаю, будем это делать, не будем, потому что пока непонятно, что с ивентами вообще, стоит ли сливать рейтинг, что стоит ли обузить, вот это вот все, потому что пока что могу сказать, что обуз, как говорится, живет и процветает с последним рейтингом, даже с новыми ивентами. Ну, опять же, они еще не отработаем, будет еще вторая часть, глянем это уже все в новом году, надеюсь, будет годно. Сегодня откроем легендарный сундучок. Вот такой вот прекрасный, за 30 тысяч рейтингов. Не знаю, зачем я его сейчас буду открывать, надо его открывать, когда уже будет Пауло, хотя бы на 12 уровне, чтобы был шанс на первобытный инстинкт. Но, как говорится, сундуки еще будут когда-нибудь, наверное. Поэтому давайте все-таки откроем. Ну что, выпадут жетоны на Пауло или нет? Главный вопрос этого дня. И давайте откроем, посмотрим. И... Подкрутка! Подкрутка! Не, ну реально, ну как это может быть не подкрутка? Как это может быть не подкрутка? Объясните мне. Это когда открывал я черные ящики, 2 из 3 выпали просто на Айрис, да? А потом еще следом один легендарный выпал на Айрис, или 2 даже. Ну, в общем, вы понимаете, да? Подкручено. Ну, что ж, повезло, значит повезло. Давайте посмотрим, какие шмотки дадут. А, монетки же двойные, точно, забыл. И теперь шмоточки, да? Да, дали вот такие вот интересные бесполезные шмотки для Паула. Хотя сандали святого могут пригодиться на самом деле. Мне, кстати, вчера золотого сундучка на Пауло выпали крутые штуки. Вот с такого сундучка мне выпали, я если не ошибаюсь, 3 косточки. 3 косточки выпало, офигенно. Я прям удивился очень. Ну, блин, теперь придется прокачивать Паула на 12 уровень и будем что-нибудь мутить на нем, потому что он реально очень интересный в плане того, что можно на нем много чего замутить. Особенно мне понравилось то, что теперь у нас в игре есть второй массовый стан. И, возможно, он будет круто работать у нас в игре. Почему? Объясняю. Все очень просто. Блин, какой же я меткий. Такое ощущение, что команда какая-то странная попалась. Ну, как всегда, в принципе. Ничего неожиданного, да? Так, бахаем тут красивенько. Ботик уворачивается красивенько тоже. От того, что я бахаю. Кстати, лут очень хороший, фулл золото уже. Похилимся сразу, чтобы меньше противникам досталось аптечки. Так, ну, я считаю, у нас все уже есть готово для победы. Главное сейчас очень красиво отыгрывать. В принципе, пингвин позволяет очень красиво отыграть. Он такой, знаете, персонаж, который под бобра. Мы с бобром, наверное, развалим здесь все, что можно развалить. Налегке вообще. Ну, должно быть так, но у нас, видите, вот команда. Надо играть вместе, командно играть, командно. У них с инструментами, все понятно. Ну вот, как их собрать вместе? Как их заставить играть командно? Ну вот как, ну это сделать? Ну вот как? Ну, посмотрите на этого бака, он такое ощущение, что бот. Он еле двигается. Сейчас бобер умрет, ну я Никса резать не буду, он неадекватный. Зачем резать неадекватного Никса, правильно? Закидываем гранатки и бахаем Лиську, тут все дела. Этого здесь бахнем, Лиську резнем. Все, бобер у нас здесь красиво отработал. Никс в итоге тоже выжил, к счастью моему. Ну видите, вот она сила, про которую я говорил. Блин, там 14 Никс. Где наш баг? Понимаю. Ну вот видите, вот. Ну вот. Как так можно играть? Как можно выиграть в эту игру таким образом? Я не понимаю просто. Блин, я случайно аптечку залутал. А, все, нормально, ребята тоже залутали. О, видали, как мы под бобра работаем? Ну, он там ставит стенки, конечно. Я сейчас на автоатаке стреляю. Почему? Потому что так выгоднее всего делать. Ну вот, сейчас можно бахнуть уже сручную. Видали? Просто минус сквад из одного 14-го Никса, который поверил в себя. А мы тут с бобром как бы изи все это развалили. Боберчик молодец. Ну, как бы, втроем играем против всех сквадов, как бы. Втроем против всех, понимаете, да? Домой, Никс. А, мы победили. То есть, вы поняли, да? Первый баг. Кстати, это, возможно, был подставной чувачок от бобра, чтобы рейтинг изи апать. Скорее всего. Любители подставушек, да? В нашей прекрасной игре. Кстати, я вот думал по поводу подарка на Новый год. Скорее всего, разрабы завезут что-то.
И это должно быть покруче, чем на Рождество. Изумрудный ящик, ага. Вот запомните эти слова, по-любому будет изумрудный. Не, ну могут дать легендарный на самом деле. Почему бы и нет, да? Хотя вроде бы даже на день рождения не давали такого как бы. Ну, все зависит от разработчиков, как они захотят, да? Давайте откроем сундучок, возможно с него что-нибудь годное выпадет. Жираф Пеппер, да? Не, ну Пеппер как бы тоже неплохо. Я сегодня собирался поныть немножко из-за того, что мне с фулл персов выпало только 2 сундука с жетонами на Паулу, но теперь, как говорится, выпал легендарный, да? Ребятки, давайте немножко еще закрепим результат, поиграем парочку командных боев на этом прекрасном пингвине фазе. Хочется все-таки. Хотя, в принципе, я бы хотел, наверное, перейти на змеюку, апнуть ее на 1400. И бачка хотел еще апать на 1400. Вот по этому поводу я еще думаю. Но пока что не решил. Обидно, что у нас один пингвин немножко не в адеквате, да? К сожалению. Ну, просто стал и стоит. Ну, вот неприятно, когда такие игроки в эту прекрасную игру у нас с нами играют. А у нас как бы тут опять почти фулл золото. Остался лук только золотой надыбать. И все, и будет красиво. И вроде еще ребята такие, вот видите, знаете, какие-то адекватные, как мне кажется, да? Так, ну мы тут нападаем на Джейд. Орел здесь у нас летает. Застанил я орла, это главное было, что нужно было сделать. Там еще бобер, это, кстати, бобер проблема. Блин, как же далеко бьют. Не бы лука получше, было бы красиво, но без лука, кстати, такое себе получается. Там, блин, наша Джейд пошла врываться на 13, понимаете, да? Опа, минус орел, нубас. Нубас на орле получает плюху. С лука я, конечно же, промахнулся. Ой, как же больно. Какой же везучий орел. Ну, мне так завидую ему. Ну, видите, видали у него, кстати? О, автолук попал. Нормально? Нормально. Панду закидываем. Постою просто сейчас здесь, подкидаю в них вот такие вот взрывы. Блин, там панда 14 уровней, офигеть. Блин, а мне бы 14 уровней столько количества завести. Ой, сейчас нас, чувствую, вынесут. Ой-ой-ой, как же больно, как же больно. Вороты, вороты, врубаем вороты. Так, 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 так. Не успел, видали? Вот посмотрите, где моя моделька и где круг. Ну вот миллиметра не хватило, чтобы я резнул Джейд. Ну, 15, 14, куда я попал? И моя команда 10 уровней. Алло, игра, а где баланс? Спрашивали у игры, в которой нет баланса, да? Ладно, ребятки, я не буду специально сливать дальше рейтинг. Ну, блин, ну я не хочу умирать, да. Нет, ну давайте все-таки еще один боец закрепим, как говорится, результат, надеюсь, победкой в этот раз. Ну так просто обидно сейчас опять попасться в команду неадекватов. Хотя в первый раз была команда тоже веселая очень достаточно, с тем баком, да, с Никсом. Ну, посмотрим, как говорится. Чего до этого угадывать? У нас, в принципе, здесь есть вот противники. Бачок есть 8 уровня. Вот знаете, даже бак 8 уровня это реально жесткий противник. Который может... блин, этот гад хотел соло залутать лук. Ну вот, как командный игрок, сразу видно. Так, хилимся. Надо копье где-то надыбать. Погнали. У нас есть 10-я Джейд опять. Что-то мне везет на 10-ю Джейд. Очень сильно. Копье хотя бы какое-то мы нашли, это хорошо. Главное нам сейчас не попасться в такую ситуацию, когда вот мы вроде в прошлом бою дрались против сквадов. И нас просто зажимали вроде как в прошлом бою. Как мне показалось, ну там не один сквад был. Какой Генри дерзкий, а? С ботинком. С ботинком Генри, ля какой. Улетел, да? Блин, а может ему на перерез пойти? Как думаете, а? Нет, не пойдем, да? Ладно, давайте играть командно. Погнали, погнали. Не, наш Никс, кстати, пошел ему на перерез. Не знаю, найдет, не найдет. Давайте глянем. Какой я меткий, да? Не то слово прям. А, луком попал автоатакой. Получи, распишись, Генри. Он еще тут аптечки наши полутал. Ах ты ж хитрая морда. Я думаю, что он такой живучий? Понимаете, он залутал те аптечки, которые мы на ботов оставили. Давайте похилимся, ребятки. Сейчас... О, копье. Копье это хорошо, это я люблю. Все, погнали.
Бак нам намекает, что там противники есть, да? Я тут красивенько покатаюсь. Кстати, ни разу не использовал первобытный инстинкт на пингвине фазе. Ну, может, он сам по себе используется, но как бы я его целенаправленно ни разу не использую. Потому что это лишнее действие. И вот когда у тебя замес, когда ты там дерешься с кучей противников или даже 1 на 1, тебе не об этом нужно думать. Тебе нужно думать о разных факторах. Там, как сыграть, как стрельнуть, прицелиться, отойти, не отойти. В общем, вот это вот все. И это очень важно на самом деле, поэтому приходится об этом вообще не думать. Ну вот опять любители зоны, как бы. Любители зоны, да? Ну, погнали, погнали. Намекаю, как могу, короче. Чтобы они не были в конце зоны. Так, ну тут противники по-любому где-то здесь будут сейчас. О, видали, какой автошот? Офигеть, да? Залетел. Понимаю. Капец, орел дерзкий. Капец, орел дерзкий залетел у нас. Опа! Минусанули пингвина. Блин, я промахнулся. Ё-моё, это проблема. Капец, орел дерзкий. Почему где моя команда? Что они делают? Я не понимаю. Домой, пингвинус! Домой! О, союзник, видите, какой прекрасный ник, а? Какая прекрасная Джей тут у наших друзей по команде. Я просто офигеваюсь. Да бери, пофиг же. Тут изи победа как бы должна быть. О, уворотливый орел. Но не тут-то было, моя гранатка замедлила, и поэтому не успел улететь. Ой, вот видите, какие команды в рандоме? У меня, у противника. Как я им сочувствую. И себе я сочувствую тоже очень сильно, но что есть, то есть. Такие вот игроки играют в нашу игру. Вроде по 1200 рейтинга плюс, да? А вот они все равно здесь есть. 3300 набил рейтинг. Прекрасно. В следующем видео будем играть за Тони, ребятки. Поэтому, кто хочет, ждите следующее видео, как говорится. Будем пытаться потеть на 10 уровне Тоники, пытаться брать 1200 рейтинг. Это будет нереально жестко. Надеюсь, у нас получится. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Как говорится, ждем новогодних подарков от разрабов, если они вообще будут, да? Надеюсь, будут. На этом все. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.